Мы начинаем перенос рисунка на шелковую ткань. У меня шелк Армани искусственный. Под этим шелком рисунок очень хорошо виден, и поэтому можно переносить стандартным обычным способом рисунок. Вам понадобится обязательно линейка для того, чтобы ровно прочертить все линии, и ручка пилот. Проверьте перед тем, как использовать уже в работе ручку, чтобы она с ткани уходила после обработки. Делайте это каждый раз при работе с новой тканью, потому что не всегда бывает такое, что ручка исчезает. Иногда на некоторых атласных тканях, шелковых тканях остается белая линия, независимо от того, простернете вы эту ткань, намочите вы там водой или будете горячим воздухом убирать или утюгом, все равно может оставаться линия. Тогда вам этот способ переноса рисунка с ручкой не подойдет. Тогда, возможно, можно будет взять водорастворимый маркер или же те же даже там акварельные карандаши. Но всегда делайте тест перед тем, как начать переносить рисунок на ткань, с которой вы ранее не работали. Очень важный момент: в этой вышивке весь рисунок переносится на изнаночную сторону ткани. Обратите обязательно на это внимание.
И доводим до конца линии, чтобы ромб был законченным, так как на самом рисунке, на орнаменте, там не хватило самого рисунка, чтобы довести ромбик до конца, поэтому уже это делаем на ткани. Для вышивки я использовала нить мулине. У меня была мулине гамма нить, и я вытягиваю одну ниточку и буду вышивать ей. Теперь важный момент. Сначала мы вышиваем все тамбурным швом только в одном направлении, то есть двигаемся снизу по диагонали влево в одну сторону холостыми только стежками. Когда мы пойдем по диагонали снизу в правую сторону, тогда мы будем набирать на нить бусинки, и в месте пересечения линий мы будем добавлять бусинки. Почему мы так делаем? Тогда у нас бусинки будут смотреть все в одно направление. Когда мы начинаем двигаться по линии, делаем аккуратную закрепку и шаг приблизительно 2 миллиметра будет. На лицевой стороне у нас просто будет идти ниточка одним стежком, а на изнаночной стороне у нас будет цепной стежок. Можно делать и наоборот. Можно делать, когда цепной стежок идет на лицевой стороне в сеточке, и прямая полосочка идет на изнаночной стороне. Но именно в этой работе наша задача сделать так, чтобы цепной стежок был на изнаночной стороне, чтобы сеточка была максимально тоненькой, и также чтобы вы поработали с бусинами в пересечениях, потому что там нужно будет вам рассчитывать длину стежка, чтобы бусинка стала ровно в центр. Здесь, когда мы доходим, делаем закрепку внутри уже самого лепесточка, дальше делаем новую закрепку, то есть мы не прокладываем через листочек ровную линию, потому что вышивка внутри у нас будет листочка прозрачная, и если вы проложите линию, это будет заметно. Если у вас декор будет, например, очень плотным, тогда можно сеточку, в принципе, и продолжать, она мешать не будет. Но в этой работе мы будем делать закрепки для того, чтобы не было видно этих линий. После того, как мы вышили полностью все линии в одном направлении, я вышивала справа налево. Вот, теперь мы набираем бусины на нить и будем начинать двигаться в другую сторону, заполняя все линии параллельно друг другу. И я взяла бусины 4 миллиметра граненые, и теперь делаем также
шаг 2 миллиметра где-то, но иногда может быть получаться у вас 2-3 миллиметра. И очень важно, чтобы вы смогли рассчитать расстояние, чтобы бусинка была именно по центру, чтобы она у вас не съезжала. То есть это нужно сразу на глаз приблизительно понимать, да, какое расстояние у вас остается. Где-то, может быть, стежок немного сделать побольше, и тогда бусинка у вас аккуратненько станет. Далее также обращайте внимание, где у вас по рисунку идут вот спадающие веточки. Конечно, если там в пересечении у вас идет пересечение линии идет, то бусинку мы там уже не будем ставить, потому что у нас там будет проходить веточка. Но вот все свободные места, где идут пересечения линий, там обязательно мы пришиваем бусинку. Где идет рисунок, например, веточки, листики у нас, там мы просто прокладываем тамбурную строчку, бусинку не пришиваем. Вот так выглядит пришитая бусинка уже с лицевой стороны по одной линии. И теперь точно так же нужно сделать со всеми остальными линиями. В итоге изнанка будет выглядеть у вас вот таким образом.